Вы никогда не задумывались, почему после объявления процентных ставок ФРС, а также других экономических отчетов, биткоин постоянно растет или падает? Почему Америка и ее экономика так сильно влияет на крипторынок? А я вам отвечу. Все потому, что большая часть биткоин-китов находится именно в Америке. Конечно, можно подумать, что биткоин децентрализован и движение его цены зависит от инвесторов, которые его покупают или продают. Но это не совсем так. Одним из главных элементов, которые активно движут цену биткоина, являются криптокиты. Да, те самые киты, про которых вы могли узнать из различных статей в интернете. Такое влияние китов на рынке заключается в размере позиций на покупку или продажу. Ну просто представьте, если вы кит и у вас есть $1 миллиард, что произойдет с ценой биткоина, если вы купите его на такую огромную сумму? Естественно, будет активный рост или так называемый памп. Но влияние китов также может работать и в другую сторону, например, когда им нужно продать биткоины, после чего рынок начинает лететь вниз. Но поскольку блокчейн это как открытая записная книжка, можно следить абсолютно за всеми действиями китов и таким образом знать, что они планируют делать с биткоином. Поэтому в сегодняшнем видео мы поговорим о биткоин-китах, разберем самых масштабных держателей биткоина, проанализируем, какой процент китов контролирует рынок, узнаем настоящее дно, где киты активно покупали биткоин, и составим прогноз, куда будет двигаться цена биткоина в ближайшем будущем. Обязательно смотрите ролик до конца и перед просмотром не забудьте поставить видео лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Приятного вам просмотра, давайте начинать. Всем привет, меня зовут Влад и вы на канале Coin22. Для начала хочу поздравить вас с праздником. Биткоин наконец-то пробил $17 тысяч. Начало этой недели было по-настоящему хорошим, ведь впервые за долгое время было приятно открыть CoinMarketCap и увидеть зеленый рынок. Биткоин вырос более чем на 3%, эфир поднялся выше 6%, а другие альткоины вообще показали от 10 до 30% роста, буквально в первые дни этой недели. Но тем не менее, это только начало, и нам предстоит получить еще множество финансовых отчетов, чтобы по-настоящему понять, куда будет двигаться рынок. А все самые свежие отчеты и актуальные новости вы можете получать в нашем телеграм-канале Coin22 по ссылке в описании. Так что подписывайтесь и всегда будьте в курсе всех происходящих событий в мире крипты. А мы переходим к главной теме ролика – криптокитам. По сути, киты – это такие же участники рынка, как и другие инвесторы. Вот только, пожалуй, единственное, что отличает обычных инвесторов от китов – это количество нулей на балансах и огромные объемы сделок, которые они проводят на рынке. На балансах таких китов находится большое количество монет. Если это биткоин, балансы стартуют от 1000 и более биткоинов, что равняется около $17 миллионов. И кошельки таких китов можно найти на сайте BitInfoCharts. Как вы видите, здесь собраны самые толстые кошельки китов, которые имеют от 30, 40, 50 и даже 100 тысяч биткоинов. Конечно, хотелось бы увидеть адрес своего кошелька в этом списке, но для этого нужно было покупать биток еще в далеком 2011 или хотя бы в 2015 годах. Так чем же так особенны эти киты? Самой главной функцией, которой обладают киты, является возможность двигать рынок, или проще говоря, манипулировать им. Как я говорил в начале, криптокиты могут размещать крупные заказы как на продажу, так и на покупку, из-за чего они могут полностью контролировать спрос и предложение на рынке. Когда они сбрасывают большое количество монет, это вызывает активное падение, после чего начинается цепная реакция. Когда розничные инвесторы начинают паниковать, рынок становится нестабильным, лонги трейдеров ликвидируются и рады этому только шортисты. Стабилизируется такой хаос, когда киты закрывают свои сделки. Наглядным примером станет декабрь, когда активности китов вообще не было. Вот видите эти маленькие свечи, практически с нулевым объемом. Это значит, что в это время инвесторы и уж тем более киты вообще не покупали и не продавали биткоин. Но вам, наверное, интересно, какой процент от общего количества инвесторов являются китами. Ведь если большая часть крипты будет в руках крупных игроков, то они могут делать с ценой биткоина все что угодно. Для этого нужно опять вернуться в BitInfoCharts. Как мы видим, количество кошельков, на которых более 1000 биткоинов, насчитывает всего чуть более 2000. Такое небольшое количество держит до 40% от общего объема монет, которые торгуются на рынке. И как раз таки этот процент и контролируют биткоин-киты. А теперь просто представьте, что почти половина всего рынка биткоинов находится в руках нескольких китов, которые могут направлять рынок туда, куда им нужно. Собственно, что и происходит прямо сейчас. Инвесторы и киты уже начали активно скупать биткоин и другие криптовалюты, начиная с понедельника,
создавая активное движение цен. И благодаря этому движению участники Pro сумели заработать от 20% на росте эфира, от 40% на пампе ADA и уже начинают фиксировать прибыль на монете Polygon. Подписка Pro работает уже более полугода, и за это время каждый, кто присоединился к Pro, получил колоссальный опыт в торговле крипты и сумел выйти на стабильный доход. Ведь аналитики Coin22 каждый день следят за рынком, чтобы вы могли получать прибыль. Поэтому если ты желаешь начать зарабатывать на рынке крипты, переходи по ссылке в описании, присоединяйся к подписке Pro и получи свою первую прибыль уже сегодня. Теперь, когда мы с вами понимаем, какой процент китов контролирует рынок, давайте разберем самых ярких представителей, которые имеют большое количество биткоинов. Пожалуй, самыми известными личностями в сфере крипты являются братья-близнецы Winklevoss. Да, это те самые молодые инвесторы, которые хотели отобрать права на Facebook у Цукерберга. Кошелек братьев насчитывает около 70 тысяч биткоинов, а также они инвестируют во многие криптовалютные компании через свою венчурную фирму Winklevoss Capital. Близнецы также инвестируют и в другие криптовалюты помимо биткоина, и создали свою криптобиржу Gemini, которая, напомню, сейчас ведет споры с Digital Currency Group по поводу возврата долга в размере $1 миллиарда. Поскольку Winklevoss хранят биткоины на различных кошельках, то адреса этих кошельков не раскрывают, но тем не менее за братьями активно следят в интернете, ведь их твиты или интервью оказывают значительное влияние на рынок. Еще одним известным китом является Tim Draper, кошелек которого насчитывает около 29 тысяч биткоинов. Draper занимается венчурными инвестициями, или, проще говоря, вкладывая деньги в молодые перспективные компании. В свое время он инвестировал в Skype и Tesla, и, как вы понимаете, сделал это не зря. А биток впервые купил за копейки аж в 2012 году, и через пару лет он докупил почти 30 тысяч биткоинов на $18 миллионов. О Дрейпере вы могли услышать из недавних новостей, когда он заявил, что в 2023 году биткоин будет стоить $250 тысяч. Конечно, всем хотелось бы увидеть такую цену биткоина, но давайте все-таки останемся реалистами. Если мы уже вспомнили про Tesla, то нельзя не сказать, что на кошельках компании хранятся более 9 тысяч биткоинов. Понимаю, что с предыдущими китами это количество мизерное, но стоит отметить, что ранее Tesla держала 43 тысячи биткоинов на своем кошельке. Но в марте 2021 и в конце июня 2022 продала большую часть монет, потому что столкнулась с дикой просадкой, ведь первая покупка была сделана, когда биткоин стоил $34 тысячи. Тогда Tesla хотела принимать оплату в биткоинах и даже начала это делать, но потом быстро от этого отказалась. И вот как раз когда Tesla начала сливать монеты прошлым летом, биткоин начал активно проседать в цене. Следующего кита вы 100% могли видеть в интернете, ведь это Майкл Сейлор, личное состояние которого насчитывает более 17 тысяч биткоинов. В сфере крипты он известен своим оптимистичным настроем по поводу роста биткоина, ведь он неоднократно заявлял, что ждет биткоин по 70, 100 и даже 200 тысяч долларов. Вы часто можете увидеть, как он публикует оптимистичные твиты насчет биткоина или попадает в заголовки статей из-за своей компании MicroStrategy, которая постоянно покупает биткоины даже во время медвежьего рынка. И если Майклу принадлежат 17 тысяч биткоинов, то его компания имеет рекордное количество битков в размере 132,5 тысяч монет. Компания Майкла является самым активным покупателем битков. Первую покупку компания сделала в августе 2020 года и с того момента не останавливалась. Вот даже под конец прошлого года она купила 2500 биткоинов, когда он стоил $17 800. На самом деле Майкл Сейлор персона интересная и влиятельная в сфере крипты, поэтому если вы желаете увидеть про него отдельный ролик, обязательно напишите в комментариях. Биткоин-китами также могут быть майнинговые компании, которые часто сливают биткоины на биржах, и это влияет на цену. Одной из таких является майнинговая компания под названием Marathon Digital Holding с кошельком на 10 тысяч биткоинов, а также майнинговая компания Galaxy Digital с балансом на 4000 биткоинов. Но поскольку это холдинг, нельзя сказать, что все монеты принадлежат только компании и ее директорам. Ну и конечно же, когда речь заходит за криптовалюту, нельзя забыть про главу Binance CZ. Ведь биржа Binance контролирует почти 90% спотового рынка крипты, и в том числе биткоина. Кошелек Binance это самый жирный кошелек, который имеет 248 тысяч биткоинов. Это, кстати, ответ на комментарии тех людей, которые пишут: ну и закроется Binance, ничего страшного. Крипта же децентрализована. Ну да, она децентрализована, особенно для Binance, которая владеет битками на $4 миллиарда. А у самого CZ по различным источникам находится около $4,5 миллиардов в биткоине и другой криптовалюте. И это мы разобрали только тех китов, имена которых известны, ведь в сети есть много кошельков, на которых хранятся большое количество монет, но неизвестно, кому они принадлежат. Интересно, а на рост, который начался в понедельник, смогли повлиять киты?
Скажу сразу, да. Это нам поможет проверить все тот же BitInfoCharts. Давайте на него перейдем и выберем, например, вот этот кошелек с балансом в 59 тысяч биткоинов. Владелец его неизвестен, но тем не менее в истории его покупок отображается недавняя транзакция на 4000 биткоинов. Этот кит купил биток на 66 миллионов долларов 30 декабря, когда цена монеты была на уровне 16,5 тысяч долларов. И если немного пролистать вниз, можно увидеть, как этот кит постоянно покупал биток и только в середине лета слил 10 тысяч монет по цене 20 тысяч долларов. Адрес вот этого кошелька также купил 1000 биткоинов в конце года по цене 16 960 долларов, а в октябре вообще покупал 8000 биткоинов по такой же цене. А вот этот кит уже успел сделать 4 покупки в этом году на общую сумму около 6,5 миллионов долларов. И как мы видим, эти киты активно начали покупать монеты на уровне 16 тысяч. Но также есть один кит, который наоборот продавал. Вот адрес этого кошелька, и здесь видно, как под конец года он начал сливать свои монеты. Тем не менее, эти последние покупки китов я вам показываю не зря, ведь такими покупками они указывают на определенное дно, ниже которого киты продавать не планируют. И цена этого так называемого дна находится на уровне 16,5-16 800 тысяч долларов. А график книги ордеров Binance дополнительно показал растущий интерес со стороны самой большой группы биткоин-китов между двумя ценовыми точками 16 и 17 тысяч долларов. Но это не значит, что биткоин ниже этих уровней опуститься не сможет. В заключение хочу сказать, что киты это важные игроки рынка, и поэтому за движением их монет 100% следует наблюдать. А делать это можно благодаря сервисам, которые отслеживают транзакции в сети биткоин. Так что советую вам следить за китами, анализировать их действия и использовать это для заработка. Ну а если вы не желаете самостоятельно анализировать кошельки китов, мы с удовольствием это сделаем за вас в нашем телеграм-канале, где мы делимся аналитикой не только китов, а и всего крипторынка. Так что подписывайтесь. Как всегда, спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Увидимся в следующем видео. До скорых встреч!